Смерть долгое время считалась моментальным выключением организма, но современные исследования говорят о другом. Научные данные подтверждают, что после остановки сердца мозг может оставаться активным несколько минут. Это означает, что человек может осознавать свою смерть даже после того, как официально признан мертвым. Что происходит с мозгом в момент смерти? Когда сердце перестает биться, кровь перестает поступать в мозг. Это приводит к гипоксии, кислородному голоданию, из-за которого нейроны начинают умирать. Однако исследования показывают, что в течение 30 секунд после остановки сердца мозговая активность не только продолжается, но даже усиливается. Ученые из Университета Мичигана обнаружили, что у умирающих животных фиксируются мощные всплески электрической активности. Это состояние напоминает глубокую медитацию или даже осознанное сновидение. Возможно, нечто подобное происходит и с человеком. Через 2-3 минуты после смерти клетки мозга продолжают обмениваться информацией. Некоторые ученые предполагают, что именно в эти минуты человек осознает, что происходит, но не может двигаться или реагировать. Это состояние напоминает летаргический сон или пограничное состояние между сном и бодрствованием. Могут ли умершие осознавать свою смерть? Британские ученые изучали пациентов, переживших клиническую смерть. Они рассказывали, что наблюдали за происходящим со стороны, слышали голоса врачей и даже видели свое тело. Эти свидетельства невозможно объяснить с точки зрения традиционной науки. Один из самых известных случаев произошел в 2014 году. Больной, который был в состоянии клинической смерти, смог описать события, происходившие в операционной за несколько минут после остановки сердца. Его описание полностью совпадало с реальностью, хотя с медицинской точки зрения он должен был ничего не чувствовать. Это подтверждает гипотезу, что сознание может существовать отдельно от тела, хотя биологически смерть уже наступила. Что говорит медицина о сознании после смерти? Современная нейробиология утверждает, что сознание — это результат работы нейронов. Однако недавние исследования поставили этот взгляд под сомнение. В 2018 году нейрофизиологи зафиксировали странное явление. Даже после смерти мозга некоторые клетки продолжают свою активность в течение нескольких часов. Это были так называемые зомби-гены, которые активизировались после гибели организма. Это открытие заставило пересмотреть взгляд на процесс умирания. Возможно, сознание не исчезает сразу, а постепенно переходит в другое состояние, о котором наука пока ничего не знает. Почему умершие могут не осознавать, что они мертвы? Некоторые исследователи считают, что смерть воспринимается мозгом не как конец, а как продолжение жизни в другом формате. Это может объяснять рассказы о туннеле света, встречах с умершими родственниками и ощущении выхода из тела. Если мозг остается активным даже после остановки сердца, то сознание может какое-то время продолжать работать в своем обычном режиме. Человек может не понимать, что умер, потому что его мысли и ощущения остаются прежними. Более того, в некоторых случаях люди, пережившие клиническую смерть, рассказывали, что сначала не понимали, что их тело больше не функционирует. Они продолжали ощущать себя живыми, пока не осознавали, что окружающие их не видят и не слышат. Заключение: что происходит в момент смерти? Современные исследования показывают, что смерть — это не мгновенный процесс, а постепенный переход. Мозг может оставаться активным, а сознание функционировать в течение нескольких минут или даже дольше. Что происходит дальше, остается загадкой. Возможно, сознание действительно переходит в другое состояние, а может быть, создает иллюзию жизни, защищая себя от страха перед исчезновением. Наука еще не дала окончательного ответа на этот вопрос, но одно очевидно: смерть гораздо сложнее, чем мы привыкли думать.
С древних времен люди задавались вопросом, что происходит после смерти. Многие духовные традиции утверждают, что сознание не исчезает мгновенно, а проходит через определенные этапы осознания. В разных культурах описаны состояния, в которых душа может не сразу понять, что она покинула тело. Но если сознание продолжает существовать, как оно воспринимает реальность после смерти? Осознает ли дух свое новое положение или остается в неведении? Что говорят духовные традиции? Буддизм рассматривает смерть как переходное состояние Бордо. Считается, что после смерти человек не осознает своего нового состояния сразу. Его сознание может блуждать между мирами, сталкиваясь с иллюзорными образами, отражающими его внутренний мир. В тибетской традиции говорится, что если человек не подготовлен к моменту смерти, его сознание может застрять в промежуточном состоянии, оставаясь в неведении о своей кончине. Это объясняет рассказы о призраках, которые не могут оставить этот мир. В древнеегипетских текстах также есть упоминание о том, что умершие проходят через испытания, прежде чем осознать, что их жизнь окончилась. Только те, кто готовы к переходу, могут двигаться дальше, а остальные застревают между мирами. Душа или воспоминания? Некоторые эзотерические школы утверждают, что после смерти человек сохраняет свои воспоминания и личность, но может не осознавать, что его физическое тело уже мертво. Многие медиумы и люди, пережившие околосмертный опыт, утверждают, что духи продолжают вести себя, как при жизни, пока не осознают свою новую природу. Это объясняет рассказы о призраках, которые живут в привычных местах, повторяя одни и те же действия. Но может ли это быть чем-то иным? Возможно, умершие — это неосознанные сущности, а энергетические следы их жизни, зацикленные на определенных моментах. Что говорят контакты с духами? Множество свидетельств утверждают, что умершие не сразу понимают, что они покинули этот мир. Описаны случаи, когда души пытаются общаться живыми, не понимая, почему их не слышат. Известны истории, когда люди видели родственников после их смерти. Они рассказывали, что умершие не выглядели осознанными, а вели себя, как в обычной жизни. Лишь спустя какое-то время они начинали понимать, что не принадлежат этому миру. Некоторые медиумы говорят, что призраки часто остаются в местах трагических событий. Это может быть связано с тем, что они застревают в моменте своей смерти, не осознавая, что она произошла. Мгновенное осознание или постепенный переход. Если душа существует отдельно от тела, осознает ли она сразу свою смерть? В разных традициях даются разные ответы. Буддийская концепция сознания блуждает между мирами, прежде чем осознать переход. Шаманские традиции духи могут застревать в мире живых, если их смерть была внезапной. Западная эзотерика о дух осознает смерть, но может не сразу понять, что делать дальше. Есть версия, что все зависит от самой личности. Если человек был осознан в жизни, он быстро поймет, что произошло. Если же его сознание было привязано к материальному миру, переход займет больше времени. Может ли умерший оставаться среди живых? Во многих мистических учениях говорится, что те, кто не осознают свою смерть, могут оставаться на земле. Они могут пытаться продолжать жить, но не понимают, почему окружающие их игнорируют. Некоторые исследования паранормальных явлений говорят, что энергетический след умершего может сохраняться, если он был сильно привязан к месту или человеку. Возможно, это объясняет, почему некоторые люди чувствуют присутствие ушедших. Заключение. Осознают ли мертвые свою смерть? Ответ остается открытым. Некоторые источники утверждают, что сознание быстро понимает, что произошло.
Другие говорят, что процесс осознания может занять часы, дни или даже годы. Но если душа действительно продолжает существовать после смерти, то, возможно, вопрос не в том, осознает ли она свою смерть, а в том, что происходит дальше. Существует множество теорий о том, что происходит с сознанием после смерти. Некоторые из них опираются на научные исследования, другие — на духовные практики и мистические наблюдения. Можно ли их объединить в единую картину? Теория когнитивного зацикливания. Некоторые исследователи предполагают, что сознание человека может застревать в замкнутом цикле воспоминаний. Если мозг продолжает работать после смерти несколько минут, он может создавать иллюзию бесконечно повторяющихся событий. Этот процесс сравнивают с цикличными снами, когда человек не осознает, что повторяет одни и те же действия. Если сознание остается активным после смерти, оно может зафиксироваться на определенном моменте жизни или даже создать ощущение, что смерть еще не наступила. Это может объяснить, почему некоторые души, согласно рассказам медиумов, повторяют одни и те же действия, будто не замечая, что они мертвы. Возможно, они застряли в таком когнитивном зацикливании, которое их разум воспринимает как реальность. Переход сознания в альтернативную реальность. Некоторые квантовые теории предполагают, что сознание не исчезает, а переходит в параллельную вселенную. Эта гипотеза основана на идее, что сознание — это не просто функция мозга, а нечто, способное существовать вне физического тела. Согласно этой теории, человек после смерти может проснуться в другом мире, похожем на наш, но слегка измененном. Это может быть аналогия со сновидениями, когда человек осознает себя, но мир вокруг оказывается другим. Если эта гипотеза верна, то умершие могут даже не заметить, что их существование изменилось, потому что их сознание моментально адаптируется к новой реальности. Но остается вопрос, существует ли способ проверить это? Энергетический след и информационное поле. Некоторые ученые и эзотерики считают, что после смерти часть информации о человеке остается в окружающем пространстве. Это можно сравнить с записью на магнитной пленке, где сохраняются эмоции, мысли и переживания. Возможно, то, что мы называем призраками, это не разумные сущности, а энергетические отпечатки, которые продолжают взаимодействовать с физическим миром. Они не осознают своей смерти, потому что по сути уже не являются личностью, а лишь остатком информации. Некоторые ученые даже предлагают гипотезу о том, что сознание может быть формацией в глобальном информационном поле, и после смерти оно переходит в другое измерение, подобно тому, как данные перемещаются между цифровыми системами. Что же нас ждет после смерти? Существует сотни гипотез, но ни одна из них не дает окончательного ответа. Возможно, истина кроется где-то посередине, между научными теориями о сознании, духовными практиками и паранормальными явлениями. Но один вопрос остается открытым: если сознание действительно существует после смерти, можем ли мы подготовиться к этому переходу, чтобы осознать его вовремя?